Сегодня я расскажу вам об одном из 7 харьковских чудес и самом большом по своим размерам кафедральном соборе Восточной Европы. Харьков знаменит, конечно, не только университетами и мощью своей промышленности, но и выдающейся архитектурой зданий, которые привлекают туристов из разных уголков Украины и не только. В этом плане особенно выделяются харьковские храмы и соборы, которые одним своим видом восхищают сотни людей. Однако отдельное место среди них занимает Благовещенский собор, об истории которого я и расскажу вам в этом видео. История происхождения собора датируется 17 веком, а возникла первая Благовещенская церковь приблизительно в одно и то же время, что и сам город, который основали в 1654 году. Поэтому храм по праву считается одним из древнейших в Харькове. Однако вокруг точной даты строительства церкви давно ведутся множество споров, но историки склоняются к тому, что ее возвели не позднее 1655 года. Первая Благовещенская церковь была деревянной и однопрестольной, а также имела 3 купола и отдельную колокольню. Она находилась в поселении, которое в итоге стало Залопанью, историческим районом Харькова, который располагается между Полтавским шляхом, железной дорогой и рекой Лопань. В те далекие времена вышеуказанное поселение имело всего несколько улиц с так называемыми хатами-мазанками, а находилось оно в болотистой местности, окруженное многочисленными левадами. Тогда приход Благовещенской церкви составляли люди, которые были не очень богатыми, что повлияло и на устроение самого храма. Однако приходская жизнь стала стремительно развиваться, что дало серьезный толчок к расширению прихода. В итоге, в начале 18 столетия приход церкви стал значительно больше, а главенствовали над ним уже 2 священника. Стоит отметить, что архитектура первой Благовещенской церкви была простой и по своему художественному типу схожей с другими церквями, возведенными в те времена на Слобожанщине. К сожалению, в 1738 году первая Благовещенская церковь была уничтожена крупным пожаром, и на ее месте быстро построили новую. Нововозведенная церковь, так же как и предшественница, была сделана из дерева с 3 куполами и рубленной деревянной колокольней, а вместо ограды ее обнесли тыном. С тех пор прошли десятилетия, и только тогда деревянную церковь заменили каменным однопрестольным храмом, который спроектировал харьковский губернский архитектор Петр Ярославский. Новая церковь была заложена 10 июля 1789 года, а уже 8 сентября 1794 года ее осветили. Годы продолжали идти, и население Харькова стремительно росло, что делало однопрестольные церкви тесными и неспособными вместить всех прихожан. Поэтому возникла необходимость в расширении устаревших городских храмов, и в 1836 году при святителе Милетии начался процесс перестройки предельных Благовещенской церкви во имя святой великомученицы Варвары и святого великомученика Иоанна Воина. В итоге храм окончательно перестроили в 1839 году, а главным устроителем и украшателем этих пределов стал купец и бывший церковный староста на протяжении 13 лет Александр Скрипник. Стоит отметить, что на украшение и перестройку церкви жертвовали известные в городе личности, которые выделяли приличные деньги на это дело. Например, помещица и прихожанка храма Дунина, на то время владевшая всем Благовещенским базаром, а также купец Нахаев и купчиха Тамбовцева. Период с 1844 по 1846 год в храме сделали капитальный ремонт и установили новый иконостас. В те времена церковь по своей архитектуре представляла собой типичный пример раннего классицизма,
и по сравнению с другими храмами Харькова имела особенное отличие в плане благоустройства, украшения, богатства, а также вместимости. Интересно, что с 1846 по 1863 год даже именовалась Градским собором. Конец 19 столетия ознаменовался бурным ростом города, что подняло вопрос о необходимости возведения совершенно нового в плане архитектуры храма. Поэтому 19 августа 1858 года указом Святейшего Синода одобрили проект на расширение и реставрацию Благовещенской церкви. Однако храм лишь немного расширили, а вопрос оставался открытым на протяжении почти 3 десятков лет. Только 22 ноября 1887 года по инициативе небольшого кружка именитых и зажиточных прихожан с разрешения архиепископа Амвросия состоялось расширенное собрание, на котором приняли общее решение о сооружении новой церкви. В то же время для заведования всеми делами по возведению организовали особый строительный комитет, а также создали подписной лист для образования капитала на построение здания храма, что помогло в короткие сроки собрать внушительные добровольные пожертвования в размере 34 тысяч рублей. Уже 16 февраля 1888 года строительный комитет исходатайствовал у Харьковской городской думы большой участок земли, предназначенный под постройку церкви. Также строительный комитет выбрал зодчего. Им стал строитель, профессор архитектуры и прихожанин храма Михаил Ловцов. 2 октября 1888 года стала знаменательной датой, поскольку именно тогда архиепископ Амвросий совершил торжественную закладку новой церкви. Само строительство продолжалось около 12 лет, а для возведения храма привлекли лучших мастеров своего дела. К тому же на постройку церкви были потрачены огромные суммы денег, которые жертвовали купцы из Харькова и других городов. Стоит отметить, что во время строительства новой церкви богослужение проходило в старом храме, который после окончания постройки просто-напросто снесли. Возведение церкви окончательно завершили в 1901 году, и тогда же храм торжественно осветили. Выполнен же он был в нововизантийском стиле. Нельзя не упомянуть и то, что вместимость храма возросла до 4000 человек, а цифры, связанные со строительством, были просто поразительными, так как все расходы по сооружению и внутреннему убранству церкви обошлись в 400 тысяч рублей. В итоге 3 июля 1914 года церкви вернули статус Градского собора. После Октябрьской революции для всех храмов Слобожанщины и не только настали непростые времена, поскольку партийными и государственными органами Советского Союза активно поддерживался атеизм. Конечно же, исключением не стал и Благовещенский собор. В период с 1922 по 1924 год за собор точилась борьба между различными конфессиональными церковными группами. К тому же 22 марта 1923 года была даже попытка закрытия церкви. Через 2 года ситуация вокруг храма немного стабилизировалась, и начиная с 1925 по 1926 год власть Советского Союза даже позволила проводить в здании храма концерты духовной музыки. Однако подобное послабление со стороны советских властей было недолгим, и в дальнейшем положение верующих, а также принадлежавших им церквей в СССР только ухудшалось. Все это привело к тому, что 14 февраля 1930 года Всеукраинский Центральный исполнительный комитет выдал постановление, которым закрыл Благовещенский собор в городе Харькове. Само помещение храма хотели использовать для культурных целей, но, как утверждали очевидцы, там расположилась конюшня, а в подвальных помещениях церкви склад, предназначенный для нефтепродуктов. К тому же со стороны алтаря построили автозаправку, которая существовала до 1960-х годов.
В июне 1941 года нацистская Германия объявила войну, а ее войска через несколько месяцев захватили Харьков. Именно во времена нацистской оккупации Благовещенский собор снова открыли для богослужений, а после освобождения города храм больше не закрывали и поныне. В 1946 году Благовещенскому собору присвоили звание кафедрального, которое он носит и в наши дни. В 1948 году по инициативе архиепископа Стефана в собор из Покровского монастыря перенесли мощи святого Милетия, а также находившиеся в музее мощи святого Афанасия, патриарха Константинопольского. Именно это подчеркнуло общую значимость Благовещенского собора для Харьковской епархии. Первая неприятность в новой истории храма случилась в июле 1974 года, когда сильный ураганный ветер сорвал и обрушил чугунный крест колокольни. В 1996 году сильный ураган вновь нанес ущерб Благовещенскому собору, и снова пострадал именно крест, который погнули порывы ветра. Однако именно в июне 1997 года произошел наиболее страшный инцидент, когда из-за нарушения правил безопасности во время проведения сварочных работ загорелась верхняя часть подкупольного помещения колокольни храма. Тогда пожар уничтожил недавно восстановленный крест вместе с верхней частью купола колокольни. В итоге крест и купол восстановили, а высота последнего даже немного увеличилась. И вот среди харьковчан даже ходили слухи, что Благовещенский собор стоит на плохом месте. Это один из самых популярных мифов в Харькове. Одни говорят, что в древние времена здесь стояла виселица, другие утверждают, что когда-то здесь было кладбище. Некоторые также считают, что в этой точке пересекаются сильные энергетические поля, связанные с потусторонним миром. Ведь недаром с этим храмом происходят всяческие неприятности. По словам краеведов, храм стоит на хорошем месте и никаких суеверий в происходящем нет. Раньше к его выбору подходили очень грамотно и даже испытывали его. Поэтому утверждение о том, что собор стоит на плохом месте – вымысел. В период с 2007 по 2008 год вокруг Благовещенского собора установили новую ограду, которая еще больше подчеркнула его грандиозность. Также Благовещенский собор известен своими святынями. Стоит отметить, что в 1993 году в собор доставили мощи священномученика Александра. Они наряду с мощами святого Афанасия и святого Милетия вошли в список величайших святынь на Слобожанщине. Известно, что знаменитый Григорий Квитко-Основьяненко страдал в юности от куриной слепоты, когда его мать привезла к Казерянской иконе в Благовещенский собор. После исцеления он всерьез даже подумывал о монашестве. Как и ранее, Благовещенский собор стоит на берегу реки Лопань, придает веры и благости тысячам верян и является одной из узнаваемых достопримечательностей города.